Поскольку я заметил массу неточностей в этих вопросах во всех свитках Торы, которые я видел, да и массореты, знатоки текста, которые пишут об этом, расходятся во мнениях о правилах написания открытых и закрытых разделов и поэтических текстов, то я решил выписать здесь все открытые и закрытые разделы Торы и правила записи стихов, чтобы все могли исправлять тексты в соответствии с этим. А книга, на которую я сам положился в этом, это известный в Египте кодекс 24 книг, то есть полной еврейской Библии, который долгие годы был в Иерусалиме и по которому там сверяли свитки. На этот кодекс полагались все, ибо его редактировал Бен Ашер. И текст его уточнял многие годы и корректировал его переписку. Именно на него положился я, когда сам переписывал свиток Торы, согласно правилам этого кодекса. Это цитата в вольном переводе из сочинения, в моем вольном переводе, из сочинения Мишне Тора нашего великого законного учителя Маймонида. Вот об этой рукописи, на которую опирался великий Маймонид, мы и будем сегодня говорить. Эта рукопись называется сегодня Алепский кодекс, на иврите Кетер Арам Цова, по месту, где эта рукопись просуществовала самое долгое время – 6 веков. У меня нет сомнения в том, что именно Алепский кодекс является какой-то книжным олицетворением, если так можно сказать, судьбы еврейского народа. Все очень похоже. Судите сами. Он был создан в Святой Земле. Он долгое время находился в Иерусалиме. После этого он был врагами изгнан из Иерусалима, попал в диаспору и примерно 1000 лет прожил в диаспоре. После этого всеми правдами и неправдами, после страшных гонений и после того, как часть его текста была утрачена, он был переправлен нелегально снова в Святую Землю, но уже в образовавшееся государство Израиль. И сейчас он находится в государстве Израиль, живет в почете, а часть его листов до сих пор бродит неизвестно где по свету. И как мы надеемся, что, может быть, и часть народа нашего еще найдется, не знаю, 10 потерянных колен, например, также можно надеяться, что и листы, о которых мы поговорим еще, тоже найдутся и вот воссоединятся с основным кодексом. Вот такая удивительная книжная история. Ну а теперь давайте разбираться в нем конкретно. Перед нами есть рукопись Библии, полной еврейской Библии, 24 книг, которую сам Маймонид считал наиболее древней и наиболее точной. Но что мы про нее знаем сегодня? Во-первых, мы не знаем, сегодня уж точно в ней нет колофона, где были бы написаны нужные нам сведения, и мы вообще не знаем, был когда-нибудь в ней колофон или его не было. А вот что мы знаем точно, что в этой рукописи было посвящение. И посвящение это цитировали очень многие из тех, кто ее видел, начиная с 15 века. Но из тех, так сказать, кто нам с вами особенно интересен, можно назвать, например, российских исследователей и собирателей, которые видели, не просто видели, а переписывали для себя это посвящение. Во-первых, это был уже известный нам Авраам Феркович, которого мы видели и вспоминали в предыдущей нашей встрече. Потом это был хранитель еврейских рукописей и, собственно говоря, человек, который описал для нас коллекцию Ферковича, Авраам Гаркави, который несколько раз приезжал в Алеппо и несколько раз копировал и уточнял это посвящение. И последний, кого стоит назвать, это не российский исследователь, тем не менее, это был ученый-библиист Умберто Кассута, который приехал из Иерусалима в конце 1943-го, в начале 1944 года, получил доступ к этой рукописи, внимательно, точно, исправляя ошибки, скопировал это посвящение. И, собственно говоря, он был вообще последним из исследователей, который видел эту рукопись полной. Что
из этого посвящения, какую информацию мы с вами можем вынести? Во-первых, это посвящение легко датируется. Датируется она по исторической ситуации, которая в нем описана. Значит, есть некий еврей, Симха бен Овадия, если я не ошибаюсь, из Басры, который посвящает эту рукопись караимской общине святого города Иерусалима и отдает ее на хранение двум мудрецам этой общины. Сейчас скажу вам, как их звали. Это были братья Егошиягу и Хискиягу, сыновья Симхи. Вот эти два достопочтенных мудреца руководили караимской общиной Иерусалима до середины XI века. То есть мы можем считать, что у нас есть уже, по крайней мере, верхняя граница точная, это середина XI века. Однако, вот что еще более важно. В этом посвящении указано, кто переписал эту рукопись. А переписал ее писец Шломо бен Буйя, наверное, по-русски правильно, Буйя. Вот, этот писец нам хорошо известен. Вот он мне лично очень хорошо известен, потому что я занимался описанием других рукописей, которые он переписал. Этот писец, прежде всего, знаменит тем, что он переписал так называемое Ленинградское Пятикнижие. Это самая древняя в мире датированная рукопись Торы, то есть еврейского Пятикнижия. Она была переписана, эта рукопись, в 929 году. На самом деле это большой был сначала вопрос, можем ли мы доверять этому посвящению, потому что между тем временем, когда работал наш Шломо бен Буйя, и между временем, когда было написано посвящение, вообще-то получается, что прошло, по крайней мере, 100 лет. У нас есть рукопись 929 года, казалось бы, легко сравнить. Но рукописи эти разного размера, поэтому буквы в них хоть и очень похожи, но на этом основании нельзя сделать точный вывод, что это один и тот же писец. А вывод такой, тем не менее, мы сделали. И сделали мы его именно исходя из палеографических и категологических приемов, которыми он пользовался. В частности, заполнением строки. Он использовал всякие хитрости, я вам, может быть, покажу их потом, когда мы будем рассматривать отдельные строчки для заполнения, которые именно были его индивидуальные придумки. И они повторяются как в Алепском кодексе, так и в Ленинградском Пятикнижии. И это, конечно, доказывает, что это был один и тот же писец, одна и та же рука, и вот одна и та же, так сказать, придумка. Но писец, конечно, важен, но все-таки важнее для этой рукописи это то, что там написано, что ее редактировал самый последний масорет, самый последний из знатоков еврейского текста, из тех, кто вот поставил последнюю точку в том, в каком виде этот текст сегодня до нас дошел, а именно последний представитель семьи бен Ашеров, Аарон бен Ашер. Аарон бен Ашер жил в Тверии в первой половине X века. Там же в Тверии переписывал рукописи Шломо бен Буйя. Поэтому мы можем с определенной долей условности сказать, что, наверное, Алепский кодекс был переписан тоже в Тверии, а потом был передан в Иерусалим. Когда переписан, мы не можем сказать точно, но давайте так решим с вами, что в 929 году писец размялся, переписал Пятикнижие, и после Пятикнижия сел уже за переписку полного еврейского текста, ну и уж, по крайней мере, год его писал. Поэтому на самом деле принято, так сказать, эту рукопись датировать примерно 930 годом. Дальше, вот, кстати, хочу вам сразу, может быть, показать здесь вот лист, на котором, кстати, видна очень работа вот этого корректора, редактора Аарона бен Ашера. Это лист библейский. Если мы посмотрим на третий столбец, на строчки нижние, 9-я строка снизу, что ли. Вот, смотрите. Бивнотхем. Бивнотхем. Первое слово на этой строке. Посмотрите, на строке выше
слово тоже начинается с буквы «тав». Нас здесь интересует буква «тав». Вы видите, на строке выше 2 раза, даже 3 раза, собственно говоря, вы можете посмотреть букву «тав». Можете ее увидеть и выше. Всегда «тав» достаточно узко выписана. А именно в этом слове она выписана очень широкой буквой, причем в начале строки. Это абсолютно не характерно. Этого не нужно было делать. Но мы понимаем, что здесь произошло. Понимаем мы это, когда мы смотрим на маленькие буковки вот между столбцами. Там есть буковка «ле», это сокращение арамейского слова «лейта». И есть кружочек над вот этим словом, который говорит, что буква «л» именно к нему и относится. А ниже есть буква «хет» и самых «хасер», то есть нам краткое написание здесь надо. Видимо, писец ошибся, написал полную букву «вав», и после нее «тав». Это было неправильно, и редактор Аарон бен Ашер поправил, он удлинил букву «тав», стер немножко посередине, и у нас получилось правильное, краткое написание, ровно так, как он считал, что положено, чтобы это было. Но вот здесь вот его работа как раз нам очень хорошо видна. Кстати, и в конце строки вы можете увидеть вот эти графические заполнения, то есть которыми всякие приемы, которыми он пользовался, и вот на столбце правом тоже, которые вот такие галочки, что ли, которыми он пользовался разными. У него было несколько систем, которыми он пользовался, чтобы строка выглядела более не менее ровно. Это вот важнейшее с точки зрения средневекового изучения библейского текста работа была сделана самым важным мастером. Вопрос, который всех очень занимал. А с чего, собственно говоря, мы знаем, что именно эту рукопись использовал Маймонид, великий Маймонид? Тоже очень хороший вопрос. И исследователи говорили о том, что мы можем доказать, что это не так. И доказывали это потому, как была выписана знаменитая песня Моисея «Шират Моше», или как в еврейской традиции она называется по первому слову «Хаазину», да, «Внемлите». Так вот, эта песня, то есть поэтический текст, и он написан определенным образом, в 2 столбца, а не в 3, как положено, и с определенным количеством строк. Вот в Алепском кодексе эта песня должна была уложиться и уложилась в 67 строк. А Маймонид в Мишне Тора пишет, что эта песня должна быть переписана в 70 строк. Шевим шиттим. Вот если он, значит, пишет про 70 строк, а здесь 67, значит, он пользовался какой-то другой рукописью. Это очень логично. Но это не так. Вот это удивительная история, которая как-то меня самого все время и удивляла, и забавляла. Потому что если обратиться к настоящим, сохранившимся самым старым рукописям Мишне Тора, то мы увидим, что там-то он пишет как раз 67 строк. И вот, например, самая знаменитая рукопись Мишне Тора, она хранится в Оксфорде. И я там был месяц назад, и у меня была возможность просто это самому проверить. Вот там, в этой рукописи, которая просто им подписана, что он ее редактировал и проверял, там написано 67. А когда Мишне Тора стали копировать в Европе, в ашкеназских землях, а позже и печатать в Европе, то они перепрыгнули на принятую ашкеназскую традицию и приписали нашему великому Маймониду слова, которые он вообще-то не говорил. Переделали это на 70. Сегодня ее переписывают, ну уж в ашкеназе точно под 70 строк. Но вот это удивительная история. Они увидели, как правильно по Алепскому кодексу, как правильно у Маймонида, но это их не смутило, и они сделали не как правильно у Маймонида, а как удобно для них. Вот. Так сказать, меня это очень как-то удивляло всегда. Значит, смотрите, что мы сейчас понимаем, или что нам удалось уже доказать. Нам удалось доказать, исходя из этого посвящения и сверяя текст посвящения с разными другими данными и с другими рукописями, и, кстати говоря, с другими рукописями Масары тоже, то есть текста, который Аарон бен Ашер
редактировал или корректировал, мы можем сказать, что перед нами библейская рукопись, которая была переписана в первой половине X века. Скорее всего, в Твери, ну, во всяком случае, уж в Святой Земле, которая потом была в период крестоносцев, она попала в плен, она была выкуплена, мы это знаем, в самом конце XI века, выкуплена евреями из Фустата, с древнего Каира, перевезена в Египет и находилась в Египте. Именно в Египте, соответственно, Маймонид мог ей пользоваться и пользовался. Дальше, по непонятной нам причине, в 1300, если я не ошибаюсь, 45 году, по-моему, я не ошибаюсь, или нет, в 1375 году, извините, дальний родственник Маймонида, значит, он был внуком правнука примерно Маймонида, поехал в Алеппо и зачем-то захватил эту рукопись с собой. Привез ее в Алеппо, и вот с конца XIV века она там находилась и постепенно превратилась не просто в самый важный для проверки текст библейский, но превратилась и в какую-то камею. То есть община уверовала, что вот эта рукопись ее бережет. И пока она находится в Алеппо, то, соответственно, и евреям Алеппо ничего не грозит. И эта рукопись так вот там находилась, и евреям Алеппо действительно там ничего не грозило, вплоть до 1947 года. А что произошло в 1947 году? Это мы знаем, да? Провозгласили возможность создания еврейского государства. Этот факт очень не понравился простому населению в мусульманских странах. И, по сути дела, всюду начались погромы. И вот был знаменитый погром в ночь на 29 ноября 1947 года в Алеппо, в Халебе. Да? Погром, ну, по нашим русским понятиям, как бы своеобразный. Своеобразность его заключалась в том, что не погиб ни один человек. То есть души не трогали. Но синагоги все постарались поджечь. Имущество домов, по-моему, тоже не разграбляли, но разграбляли общественное имущество, грабили магазины. И вот, в частности, был пожар в самой большой синагоге Алеппо, где в таком железном сундуке в огромном почете хранилась наша рукопись. Причем она хранилась не просто так, а со всякими предостережениями, чтобы ее не могли украсть. Например, там было 2 замка и 2 ключа, и эти ключи исторически хранились в разных семьях, чтобы, не дай бог, кто-то один не мог взять, прийти и открыть. Должны были обязательно прийти 2 человека, чтобы открыть этот сундук. Его открыли или взломали. В общем, что-то там произошло, и рукопись эта то ли сгорела, то ли пропала. Это было первое ощущение. Потом постепенно стало понятно, что вообще-то эта рукопись спрятана где-то. То есть ее смогли оттуда вынести, или, наоборот, грабители не обратили на нее внимания, они там какие-то серебряные там откручивали штуки из разных мест. Факт остался фактом, она где-то находилась. Ее прятали члены еврейской общины, прятали и от разбойников, и от властей, потому что власти считали эту рукопись тоже каким-то атрибутом культуры места, и она была запрещена к вывозу из страны, вообще-то под страхом смертной казни. И вот 10 лет эта рукопись пряталась в разных местах. Мы, кстати, даже не знаем, во всяком случае, про определенные периоды. Но все 10 лет этой рукописью очень интересовались в Израиле. Ей интересовались библеисты, и ей интересовался очень второй президент Израиля Ицхак бен-Цви, который сам был востоковедом и занимался историей еврейских общин на Ближнем Востоке. И он приложил немало усилий для того, чтобы рукопись эта была
обнаружена и чтобы она так или иначе была перевезена в Израиль. Это долгая, достаточно детективная история, потому что там перевозил ее один купец, который имел право въезжать, значит, в Сирию. Перевозил он ее, если можно ему поверить, внутри стиральной машины, закиданную какими-то мешками лука, грязным бельем и так далее. В общем, он смог ее вывести в Турцию. И из Турции уже это была операция Моссада, собственно говоря, они ее перевезли нелегально, повторяю, в Святую Землю. И вот 23 января 1958 года этот наш великолепный Алепский кодекс лег на стол в кабинете президента страны Ицхака Бен-Цви. И при этом присутствовал директор Института изучения еврейских общин Ближнего Востока, сегодня это Институт Бен-Цви. Это знаменитый не только исследователь, но и собиратель еврейских рукописей Меир Бнаяху. К сожалению, Меир Бнаяху скончался в 2009 году, потому что я вообще-то его лично знал. И мне очень хотелось задать бы ему вообще один вопрос. Вот смотрите, они так долго ждали эту рукопись. Они, наконец, ее получили. И вот она лежит перед ними. Это два ученых, да? И президент ученый, и уж Меир Бнаяху тем более, безусловно, ученый-рукописник. Как можно было не сесть и не зафиксировать ее физическое состояние? Сколько листов отсутствует, хотя бы сколько листов они получили? Они этого не сделали. И поэтому с этого момента начались всякие кривотолки. Значит, рукопись, в ней отсутствует примерно 40% текста. Сегодня в ней 295 листов. В ней практически отсутствует все пятикнижие. Там рукопись эта начинается, чтобы мне не путать, с 28 главы Второзакония, то есть практически в самом конце. И в ней отсутствует последняя часть, да, книги Хроник, Даниила, Эзра и так далее. Логично предположить, что рукопись попала в какой-то переплет, да, не знаю, огонь, погром, как-то там рассыпались переплета, в прямом смысле там не было нормально. Первые листы могли пропасть, первый кусок куда-то деться, последние могли пропасть. Но в рукописи еще в 6 местах в ее середине также отсутствуют значительные части текста. Я все вам не буду перечислять, но я могу сказать, что там отсутствуют части текстов пророки Иеремии, отсутствуют из малых пророков полностью книги Иовади, Иона и Хагая, отсутствует полностью книга Экклезиаста, отсутствует плач Иеремии, отсутствует часть песни. То есть, понимаете, это совершенно разные куски. Из разных вот кусков этой рукописи части ее отсутствуют. И это не могло произойти. Какая-то была еще идея, что часть ее сгорела в пожаре. Сначала об этом много говорили. Но сегодняшние реставраторы совершенно четко видят, что там нет никаких обугленных листов. Никто в пожаре она уж точно не была. А если мы и видим какие-то вот по краям такие, что ли, изменения цвета, то это, конечно, остаток грибка или возраста. Но никоим образом это никак с пожаром это не связано. Она не горела, эта рукопись. И вот члены общины говорят, мы ничего не знаем, мы ее передавали вот этому самому купцу, который ее вывозил, она была полная. Вы украли часть текста в Израиле. Израильские исследователи, естественно, говорят о том, что она в таком виде к ним и поступила. Понятно, что где-то какие-то листы ее еще существуют, потому что один лист, например, всплыл, когда директором Национальной библиотеки был вот мой коллега и друг, ныне покойный Малахи Бейтарье, и он писал об этом. Один лист подарили Национальной библиотеке, он сегодня тоже хранится вместе с этой рукописью. Рукопись, кстати говоря, числится за институтом Бен-Цви, но вообще-то хранится она в музее Израиля в Иерусалиме, в знаменитом вот этом дворце книги Эйхаль ха-Сефер. И она выставлена, то есть
выставлен, конечно, макет, но всегда в этом макете есть открытый оригинальный лист. И если кто-то из вас попадет в Иерусалим или живет в Иерусалиме, я очень рекомендую пойти и посмотреть на нее. Это совсем не шуточный кодекс. Но, в общем, вот что получилось, что большая часть текста до сегодняшнего дня утрачена. И поэтому, в частности, серьезные научные издания библейского текста не могут полностью на нее опираться. Не сохранилось до конца Масора, вот, ну, во всяком случае, Пятикнижия, что это очень важная часть. Надежда на то, что эти листы когда-нибудь появятся, все-таки сохраняется, потому что время от времени вот что-то такое всплывает. Но, как говорится, все исследователи делятся на тех, кто интересуется тем, что у нас есть сегодня в руках, и на тех, кто интересуется, куда же делись остальные листы. Мы сегодня говорим о тех листах, которые у нас есть. Вот посмотрите, например, это последний лист Пятикнижия. Очень важно, как он написан. Вот ровно так потом мы стали писать. То есть нельзя было прервать последний столбец. Поэтому текст писался вот так вот по одному-два слова, но до самого конца. Это была вот целая система. Дальше рядом тут написано количество стихов в этом Пятикнижии. Давайте посмотрим еще, например, на очень интересный, вот на этот лист. Если можно увеличить его вот этот, увеличить его край. Вот это маленькое обозначение, вроде как, я не знаю, как виньеточка такая, это очень оригинальное обозначение того, что это или середина тетради, или конец тетради. Но во всяком случае, я сейчас, так сказать, не помню точно, но во всяком случае это говорит о том, что так вот работал или писец, или, может быть, даже сам редактор Аарон бен Ашер отмечал важные для него части текста. Давайте посмотрим еще вот на несколько листов. Вот, например, этот лист. Здесь наверху написаны слова, которые очень часто писали на кодексах, да, на кетер арамцева, то есть на венцах. Такие кодексы назывались венцами или коронами. Да, что это посвящено Господу, да, кодеш ле Адунай, ло имахер, да не будет она продаваться, чтобы она не была продана. Это вещи, которые писались на одних листах и на других, а вот здесь написано, например, наверху также «вело и гаэль», и не будет выкуплена, и не будет передана в какую-то другую общину. И сегодня, я думаю, что как раз вот с общиной Алеппо это не получилось, все-таки она была передана, и слава Богу, я бы добавил сегодня, в Иерусалиме сегодня она является не амулетом еврейской общины Халеба или Алеппо, это, называли этот город по-разному, или Арамцова, а она сегодня является амулетом, который бережет весь еврейский народ, святую землю, государство Израиль, как хотите. И вот еще одну вещь я хотел вам показать, просто у меня к ней колоссальные сентименты, потому что непосредственно вот я занимался описанием этого листа. Это лист из инкунабула, который хранится сегодня в еврейской теологической семинарии в Нью-Йорке. Это, собственно говоря, Пятикнижие, которое было переписано в Хиджаре в 1490 году, не переписано, извините, напечатано, Элиэзером Алантаци. Что тут нам так интересно? Не то, что это издание Элиэзера Алантанси, хотя это был очень, конечно, крупный первопечатник, а нам очень интересно, что это был экземпляр человека, которого звали Ишай бен Амрам ха-Коген, который жил в Курдистане, был писцом, и мы знаем рукописи, которые он переписывал в 60-х годах XVI века. И вот он взял свой печатный экземпляр Пятикнижия, поехал с ним в Алеппо, сел и начал сравнивать этот текст с той масорой и с тем видом, нусахом текста, который он увидел. И вот здесь он отметил это в нескольких местах. Вот смотрите. «Шели ани хаэвид хацаир бе Исраэль хакатан мехен Ишай бен Амрам», да, и так далее. «Хигахти ото аль хакетер шехегиго бен Ашер».
Зихроно левраха. Вот для нас это очень важное подтверждение. И с левой стороны то же самое вы можете увидеть на полях, вот на других. Мугах аль-хакетель шехегиго бен ашер зихро левраха. То есть вот у нас есть еще одно подтверждение XVI века о том, что они были твердо убеждены, что именно эту рукопись редактировал бен Ашер. Это действительно очень важно, и очень важно, что удивительным образом сохранился для наших дней этот экземпляр. В 2016 году ЮНЕСКО присвоил Алепскому кодексу статус объекта всемирного культурного наследия. И рукопись эта, безусловно, заслужила этот статус. Вот такая великолепная библейская жемчужина. Thank you.